Ну что, все у нас получилось. Выходим, Facebook запущен, все пошел, YouTube запущен. То есть мы выходим сразу на YouTube и на Facebook, кому где удобно, там нас и смотрят. Ну что, сегодня у нас четверг, 6 марта, 19:00, 19:02 уже, если уж быть совсем точными. Ну и начало весны, и к нам вернулся Борис Савич Яровский. Снова же, как обычно, по четвергам в 7 вечера, надеюсь, теперь традиционно будем раз в 2 недели встречаться. Здравствуйте, Борис Савич. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте всех, кто нас смотрит, и тех, кто нас еще будет смотреть. Все равно вам тоже здравствуйте, тех, кто будет смотреть в записи. Ну что, мы традиционно по классикам. Потому что часто спрашивают, какую книгу... Вот вчера у нас был, например, эфир с Поперечняком, и у него традиционно спросили, какие книги по либертарианству вы посоветуете. Ну, нам постоянно разных наших авторов спрашивают, какие книги вы посоветуете. И сегодня мы хотим поговорить именно об одной книге, классической, которую, наверное, надо обязательно посоветовать. Да, вот сразу мы ее покажем. Да, это Фридрих Хайек «Пагубная самонадеянность». «Пагубная самонадеянность». Книга, без которой, наверное, понять либертарианство сложно, но можно. Но тогда у вас не будет части понимания. Это будет не совсем правильное понимание. Да, тогда это будет немножко не либертарианство, а вот то, что вы о нем обычно думаете. Это вот когда к нам прибегают новые люди и начинают задавать всякие вопросы. Это вот обычно то, что думают о либертарианстве. Но оно немножко не так. Поэтому сегодня мы постараемся углубить и расширить свои знания в этой книге. И чтобы понять, о чем эта книга, тут сразу же в предисловии сам Хайек что писал? Мы начнем с цитаты. Основной вопрос, ответ на который я пытаюсь дать в этой своей работе. А именно, как возникает наша мораль и какое воздействие на экономическую и политическую жизнь оказывает сам способ, каким она обретает существование. Вот так. По-моему... Совершенно верно. Совершенно верно. Поэтому, я с вашего позволения начну с некоторого предисловия, потому что Хайек такой мыслитель, которого читать, в общем-то говоря, непросто. Он пишет сложно, пишет многословно. Но вот эта вот книга «Пагубная самонадеянность», она в известной мере, сам Хайек так считал, это продолжение книги «Дорога к рабству». Да? Вот, то есть, попросту говоря, он в этой книге пытался объяснить, а почему не получается. Не так, не эдак и вообще как бы никак. Вот. А во всем вина пагубная самонадеянность, что люди считают, что они очень много могут сделать благодаря своему, с позволения сказать, разуму. Но эта книга, тем не менее, если говорить о том, прочитать, я молодым либертарианцам, начинающим, я ее категорически не рекомендую читать, потому что ничего не поймете и можете даже как бы от нее отвратиться от этого дела. Тем более, что Хайек еще вообще такой человек был, мы вот сейчас цитаты приведем, увидим, что он всегда искал какие-то новые термины, и капитализм он считал термином не очень удачным, и либертарианство ему термин не очень нравился. То есть вот он искал, и много он, конечно, сказал, сложный писатель. Вот, поэтому, имея уже солидную подготовку, я надеюсь тоже внести свои какие-то, может, не 5, хотя бы 3 копейки в это направление, что книгу стоит почитать, потому что книга это все-таки популярная, у него на эту тему, о которой мы сейчас будем говорить, есть и более сложные теоретические книги, но их читать еще более тяжело. Но когда люди говорят, чтобы разобраться, какие вы книги посоветуете, все посоветуем, только надо начинать, как говорится, с чего-то попроще. Ну ладно, вот, кстати, с чего-то попроще я попытаюсь начать. Я думаю, что вот многие задумывались над тем вопросом, почему вот проваливаются грандиозные социальные проекты, которые должны были принести людям счастье, процветание, и даже относительно простые социальные реформы редко заканчиваются тем результатом, на который рассчитывали его авторы. Результат, более того, часто бывает противоположным. Поэтому в этом смысле не могу не вспомнить большого друга Украины Черномырдина. Он действительно был другом, и если бы он бы остался послом в Украине, конечно, он бы этому негодяю
не позволил бы творить эти вещи. Так вот, Черномырдин в присущей ему, так сказать, лапидарной форме сказал: хотели как лучше, а получили как всегда. Вот. А польский, если я не ошибаюсь, такой писатель-фантаст Станислав Лем, он по этому поводу говорил примерно так: если хотите рассмешить Бога, то расскажите ему о своих планах. Вот. То есть вопрос можно поставить, однако, и научно. Это мы как бы не научно подошли. А и научно поставим, так как, собственно, Хайек ставит его. А как же происходит общественное развитие? То есть вообще как это все происходит? И могут ли идеологи переустроить мир по своим лекалам? Ну, помните, как бы, ну, об этом несколько раз мы повторим. В общем, главный как бы переустроитель, с которого все, так сказать, началось, конечно, был Карл Маркс. Кто же еще? Он бросил такую фразу: философы лишь объясняли мир, а главное, чтобы его переделать. Любил он чеканные фразы, он прекрасный журналист, ну и такое говорил, что запоминалось, и вот это все подхватили. Вот же, оказывается, как. Мало ли, что там они объявили, надо все нам переделать, потому что все в мире не так. Вот, ну, если бы только Карл Маркс, еще бы полбеды, как говорится. Но дело все в том, что последователей у него много, и до сих пор они не перевелись, более того, не с 7 числа. Вот. Возможно ли буквальная, Хайек так вопрос, буквальная ли реализация идей социалистов и прочих фантазеров, как левого, так и правого толка? Но поскольку книга эта, Хайека, продолжение книги «Дорога к рабству», он, конечно, прежде всего ставит вопрос о социалистах. Тот вопрос, когда он, когда эту книгу писал, социалисты не стеснялись еще называть себя социалистами. Это сейчас они себя называют либералами, кем только они себя не называют, прогрессивистами, то есть как бы прячутся. Тогда это были более-менее откровенные люди, и с ними еще можно было вести какой-то разговор. А сейчас эти социалисты, они уже и левыми являются, и правыми. И тут как бы не поймешь так все, как замаскировано. Ну, нет, это для нас главное. А начать я хочу вот что. Вот в этой книге вы правильно совершенно, Дмитрий, процитировали ее. Но я хочу вот первый с введением. Введением этой книги Хайек взял цитату Мизеса. Обратите внимание. Цитату Мизеса. И вот я ее прочитаю, она такая не очень длинная, но прошу быть очень внимательным, потому что она вот буквально начинается, как у известного американского писателя О. Генри. Вроде бы одна, а конец совершенно другой. Вот читаю. Идея социализма и грандиозна, и проста одновременно. В сущности, можно считать ее одним из самых амбициозных порождений человеческого духа, великолепным, дерзновенным и совершенно заслуженно вызывающим восхищение. А теперь внимание. Если мы хотим спасти мир от варварства, нельзя просто отмахнуться от социализма. Необходимо победить его. Вот с этого начал как бы Хайек, а я тут вспомнил вот слова Шекспира в переводе Бориса Пастернака, потому что, как там писал Шекспир на своем староанглийском, вряд ли, но перевод Пастернака совершенно великолепный. Ну, 3 слова, но они объясняют то, что происходит. Слепых ведут безумцы. А для людей, что ли, более приземленных и небольших любителей такой вот красивой словесности, я приготовил в качестве эпиграфа четверостища Игоря Мироновича Губермана. Думаю, тоже не нужно всем представлять этого человека с его замечательными гариками. Но это будет без мата. Он любитель, вообще-то говоря, этих дел. Но тут четверостище без этого. Итак, четверостище такое. Творец, применяющий срочные меры, чтобы как-то унять умножение людей, сменил старомодность чумы и холеры повальной заразой высоких идей. То есть, понимаете, к чему вот как бы высокие идеи ведут? А вот трагедиям человеческим постоянным. Трагедиям они. Потому и не нужно действительно сейчас, нам действительно для того, чтобы вот как бы так вот не множилось население, его не надо с чумой и холерой, можно убивать вообще прямо и непосредственно, что мы с вами и наблюдаем. Вот я поэтому предлагаю поговорить о теории расширенных порядков, а эта книга именно так ее надо толковать Хайеком. Постараюсь я кратко, но предупреждаю, что тема эта достаточно сложная, тем не менее.
Хайек, надо вот что сказать, Хайек это ученый, он прежде всего выступает как ученый. Более того, как атеист, хотя он называл себя агностиком. В этой книге, там у него специально есть раздел, он говорит, я агностик. Во всяком случае, он таковым, это просто я объясняю, для чего я это сейчас объясню, несколько скажу, для того, чтобы объяснять ту манеру, в которой написана эта книга. И, в общем-то говоря, он оставался агностиком, можно сказать, до последних лет своей жизни. Биографы, правда, говорят, что это было до его встречи с Папой Римским Павлом Иоанном II. Это величайший человек, это не чита нынешним. И его заслуга в том, что развалилась вся вот эта социалистическая система, огромна. Обычно это связывают как бы там с Рейганом, там, с Горбачевым, это бесспорно так. Ну, конечно, Иоанн Павел II, кардинал Войтыла, поляк, ну, даже Высоцкий о нем написал, если вы помните, у него есть песенка «Церковники, хлебальники разинули», и тут мы Папу Римского подкинули из наших, из поляков, из славян. Да? Вот, поэтому мировоззрение у Хайека тоже менялось, но в данном случае он не прибегал как бы тут к теологическим подходам, но при этом, будучи человеком всесторонне образованным и прекрасно знающим Библию и прежде всего Ветхий Завет, он часто цитирует оттуда слова, и мы тоже пару, ну, может, не пару, хотя бы одну цитату приведем. Вот. Свои же идеи, вот, он по теории расширенных порядков, или попросту говоря, как же вообще что в этом мире что происходит. И я это трактую так, может быть, со мной не все согласятся, почему проваливаются все гениальные начинания разного рода фантазеров. Поэтому беды они наносят много, а результат все равно того, которого хотели, они не достигают и достичь не могут. Вот это книга, о которой мы говорим. Итак, вот основная мысль книги, вы правильно процитировали, но с другой стороны, как бы у него несколько раз пытается Хайек объяснить, о чем же он пишет, она вот следующая. Возникновение и сохранение нашей цивилизации зависит от порядка, определяемого как расширенный порядок человеческого сотрудничества, который называют капитализмом, хотя это не совсем верно. Вот эта цитата, вот я об этом говорил в самом начале. То есть вот капитализм, его никто не создавал. Это спонтанно возникший общественный порядок. Все вот эти вот сказки, которыми меня в молодости подчивали их достаточно, о буржуазных революциях, и сейчас тоже детворе там рассказывают. Это еще абсолютно обман. Ну какая-то, извините меня, буржуазная революция во Франции, да? Потоки крови, да? В власти пришли откровенные головорезы, негодяи, вот, которые занимались тем, что сначала голову срубили королю и королеве. Великолепное было занятие. Но потом большевики тоже это все повторили в другой манере. Потом друг дружке начали голову рубить. То есть тоже мочилово, что у большевиков. И что сегодня по-другому поступает. Вот нельзя современность это найти. Господин Трамп, что он к власти пришел? Он мстить пришел. Он мстить пришел. Если бы ему была у него в руках гильотина, может, и голову бы стал бы рубить. Но гильотина ему как бы не положено. Но как бы натворит он черти чего. Это мы уже видим. И так это все. Надо продолжим. Мы-то интуитивно все понимаем, что есть порядок, в котором мы живем. Вот мы живем, это какой-то порядок. Мы говорим, порядка у вас нет. Бардак какой-то. Нет, это есть порядок, в котором мы живем. Это такие правила, которые мы вынуждены соблюдать, даже если нам это не нравится. Вот свободные люди, да, никто не принуждает, но мы вынуждены их соблюдать. Вот это интересная мысль. И оказывается, что в любом сообществе людей мы стараемся прежде всего узнать, а какие здесь правила, как люди живут, как они общаются, то есть какой тут порядок. Вот я вспоминаю свою молодость советскую, но уже возраст такой, часто вспоминаю как бы молодость. И вот приходил я на какое-то предприятие, учреждение, говорит, слушайте, ну что вы, бардак же полнейший, ну любимое слово, да, советских интеллигенций, ну бардак, ну ничего. Я говорю, это говорит, ты не понимаешь, это порядок здесь такой. Это такой порядок. И ты тоже будешь по этому порядку жить. И никуда ты, милок, не денешься.
Вот, и если там кто-то начнет его менять, у него тоже не получится. Помню, сидел я у меня было лет 25, на одном совещании сижу, там выступает там, директор крупного предприятия, парторг, там начальник. Она брали, рассказывает, значит, какие мы все дураки, что мы все, как надо все правильно. А рядом со мной сидит умудренный опытом начальник планового отдела. Но он мне казался стариком, ему было за 50 лет уже. Он мне говорит, да пусть говорят, пусть говорят. Все равно, говорит, будет так, как у нас тут заведено, и ничего они не поменяют, и завтра их тут не будет, а я тут уже работаю 30 лет, и я уж хорошо знаю, какие тут порядки. Вот. Сколько людей мечтали порядки поменять. Это вообще такое слово, я то еще вспомню, чтобы не сильно как бы грузить вот науку, я буду постараться переходить на литературные воспоминания, надеюсь, меня не сильно осудят за это. Был такой замечательный сатирик 19 века, граф Алексей Константинович Толстой, не путать с Львом Николаевичем, он написал сатиру на историю государства российского Карамзина. Да? То есть это в своей сатирическом таком произведении он разделал его взгляды буквально под орех. А начинается эта его сатира со следующего четверостишья. Вы послушайте, ребята, что вам скажет старый дед. Вот послушайте, старый дед вам скажет. Земля у нас богата, порядка в ней лишь нет. А эту правду, детки, за 1000 уж лет смекнули наши предки. Порядка девли вишь нет. Ну и дальше вот он все рассказывает, как они пытались навести порядок. Вот про одного из изуверов тоже он очень хорошо сказал того времени. Царь Петр любил порядок, почти как царь Иван. И тоже был не сладок. Порой бывал и пьян. Он молвил, мне вас жалко, вы сгинете в конец, но у меня есть палка, я вам всем отец. Вот. Специалисты по восстановлению порядка. Ну, а наша родная украинская бандера прийде порядок наведе, тут уже прямо можно уже это самое в бронзе отлить, да, и повесить везде. Да, наведе порядок, не дай бог. Так, ну давайте, значит, посмотрим, однако, как порядок определял Хайек. Он много писал на эту тему, главная его книга, я ее назову, кто-то, может быть, рискнет ее прочитать, очень рекомендую, но надо быть хорошо подготовленным. «Теория сложных явлений» она называется. Книга очень сложно написана, действительно очень серьезный научный труд. Ну, мы, как и говорили, он писал именно вот как ученый. Вот в этой книге вот «Пагубная самонадеянность», он там позволяет себе там всякие как бы образные такие литературные вещи. Вот, создавая теорию порядков, тут надо сказать, Хайек вообще на кого опирался. Он опирался на взгляды Канта. Вообще это гений абсолютный, и все, я мечтаю когда-нибудь о нем как бы сделать и поговорить, видео вообще никак у меня как бы не получается, возможно, между сложность, почему я Канта считаю абсолютным гением, он написал не так много книг, и они очень тоненькие. То есть вот это вот буквально мастер слова, настоящий философ. Ну, Айн Рэнд его не любила, ну что тут делать, бывает и так. Вот так вот, Кант по Хайеку, называл порядком взаимосвязанность по правилам. Вот он очень кратко выражался. А Хайек дал следующее определение, очень научное, я цитирую. Что такое порядок? Это такое положение вещей, при котором множество элементов разнообразных типов оказывается в таких взаимных отношениях, что, познакомившись с какой-либо временной или пространственной частью, временной, лучше так сказать, или пространственной частью целого, мы научаемся строить правильные представления о целом. Или, по крайней мере, предположения, которые могут оказаться правильными с высокой долей вероятности. То есть вот, ну, действительно, научное определение, что тут скажешь, ну, дальше мы поясним, чем вот эти вот глубокие общественные науки отличаются от таких элементарных наук, как физика и химия. Это очень простые науки, потому что там очень мало элементов. Не знаю, дальше я себе пометил, скажу или нет, но сейчас скажу. То есть законы физики можно выразить вообще в формулы, где одно неизвестное, ну, может быть, 2, 3. Ну, возьмите там, пожалуйста. Закон Ома, закон Кулона, да, я уж не говорю там законы Ньютона, который открыл. Все достаточно просто, даже закон всемирного тяготения, пожалуйста. То есть, а тут элементов огромнейшее количество. Да, ну, химиков там чуть посложнее формула, но все равно там конечное количество. А тут бесконечное количество элементов. И они как-то взаимосвязаны. И это не просто так происходит. И вот эти вот правила, о которых Хайек говорит, они зачастую неосознанны. Но они руководят сознательными действиями. Вот обратите внимание, правила неосознанные,
действия человека сознательны, и сознательными действиями руководят неосознанные правила. Ну, вот вы, наверное, ну, это типа элементарную вещь скажу сейчас, но, наверное, все замечали, что многие безумные законы не соблюдают даже те люди, которые как бы их придумали и верят, что это хорошие законы. А почему? А потому что внутри у них как бы и существуют подсознательные правила, которые они все равно нарушить не могут. И они все равно по этим правилам будут жить. Так вот, эти правила передаются 3 способами, так Хайек говорит, это цитата из Хайека. Прежде всего, средствами культуры, без сознательного обучения. То есть никто не учит. Просто вот эти объекты культуры, они вокруг нас. Даже самые как бы примитивные люди, они все равно что-то, так сказать, это видят. Поэтому вот, война с памятниками, которая как бы ведется, она, конечно, идет с перегибами, но в этом есть как бы сенс серьезный, потому что все вот это вот как элементы культуры, оно вне всякого сомнения подсознательно оказывает влияние. Правда, надо делать чуть-чуть соображая, что делаешь, конечно, что редко бывает. Второе – это подсознательное обучение на опыте. То есть, говорит, надо там шишек набить, это каждому понятно, и почему за одного битого, так сказать, известно, чего дают. Вот, поэтому вот это подсознательное обучение. И, наконец, третье, казалось бы, самое простое – подражание. Смотрят, а как тот делает, а как этот делает. Подражание. То есть речь идет о том, что вот эти настоящие правила, которые формируют настоящий расширенный порядок, они формируются не насильственным путем. И насильственным путем тут никакой Петр со своей палкой, да, и никакой Путин ничего сделать не может. Если у него в стране такой порядок, так он такой там и будет. И когда вы его начинаете менять, да, вы создаете потом вот такие вот безобразные вещи, но вы все равно этот порядок не поменяете. Как же он меняется? Ну, сейчас мы увидим, что же он застыл, что ли? Нет, конечно. Порядки присутствуют везде. То есть это не только свойство человеческих отношений. Порядок возникает, это дальше практически цитата, дословная, когда действия различных элементов или членов группы скоординированы и взаимно сообразны. То есть люди могут не отдавать себе в этом отчет. Это подсознание. Вообще действие человека происходит как бы на грани, это вот тоже я, наверное, не успею это сегодня сказать, между инстинктом, традицией и разумом. Вот нет такого, что полностью оно соответствовало как бы его разуму. В этом и есть пагубная самонадеятельность, когда считает человек, что он, понимаете, все вот тут вот может, сейчас я все поменяю, я все придумал, так вот гениально, и завтра вот все у нас поменяется. Нет, не получается так. Порядки возникают без всякого сознательного замысла. Вот еще одна как бы цитата. То есть это стихийные или то, что часто мы говорим, повторяем, не всегда понимая, о чем мы говорим, спонтанные порядки, которые образуются в результате того, что элементы подчиняются правилам, хотя эти правила не нацелены на создание порядка. То есть правила, они часто непонимаемые людьми. Вот они таким образом, культура, там, обучение, шишки набил, видел, как другие поступают. И вот так это все формируется. Без сознания. А когда начинают действовать сознательно, вот они натыкаются на все это, ничего у них не получается. И вот эти правила, они обладают определенными свойствами. И вот Хайек, как ученый, он формирует свойства вот этих вот правил, которые формируют порядок. Ну, первое правило. Во многих случаях просты и часто принимают форму запретов. Ну, вот нельзя, да? Западло, да? Не по понятиям. У кошки 4 ноги, позади у нее длинный хвост. И трогать ты ее не моги, потому что нельзя. Второе. Индивидам нет необходимости знать, что они реально следуют правилам. И если они все же знают это, то нет необходимости формулировать эти правила. Нет необходимости. А многие это не в состоянии сделать, но и смысла-то нет, как он говорит. Дальше. Индивиды часто не могут объяснить, почему они следуют правилам, и осознать, к чему эти правила ведут. И следующее очень интересное замечание. Не все правила ведут к возникновению порядка, а некоторые могут оказаться дисфункциональными при изменении обстановки. Обстановка-то все время меняется.
Вот, и есть среди этих правил и такие, которые как бы самому этому порядку и противоречат, но они тоже есть. Итак, расширенный порядок не является, повторимся, воплощением человеческого замысла или намерения. Он возникает спонтанно, в результате непреднамеренного следования традициям, а самое главное моральным правилам. Вот мы и до морали добрались, вы в самом начале правильно совершенно это процитировали. И хотел как бы сделать несколько шагов для того, чтобы разобраться, как же эти правила формируются. Люди, может, не сознают эти правила, они все равно им следуют. Другое дело, хороши они или нет, но опять, с чьей стороны хороши, это же тоже надо. Многие из... А главное моральным правилам, многие из которых люди воспринимают критически. То есть людям это не нравится, они все равно так поступают. То есть вынужденное, болезненное принятие необходимости их соблюдения, оно заставило людей держаться вместе. Расширило у них возможности доступа к различного рода ценной информации, ну хотя бы в результате подражания, как я могу получить вот информацию, ну не только рыночного толка, а я смотрю, как поступают другие, как вот они делают. И я получаю эту информацию. А если я не являюсь, не держусь вместе с другими людьми, то я этой информации не получаю. Ценной информации и позволила, дальше идет цитата из Библии из Ветхого Завета, плодиться, размножаться, наполнять землю и владеть ею. Да? Вот, ну, если люди у нас как бы, то есть, человек всесторонне образованный, он это все прекрасно знал, но если кто как бы не знает, хотя бы вспомните Бастиа об этом, Бастиа был человек как бы верующий, у него много было объяснениях показано, как изгнанный человек был из рая, а в раю работать не нужно было. Вот когда он был изгнан из рая, вот тут нужно работать, потому что вот это пресловутое изобилие, оно в раю существует. На земле его не может быть в принципе. Его никак не создашь. Это Карл Маркс. Так вот, это и есть первая заповедь. Владейтесь, размножайтесь, наполняйте землю и владейте ею. И в этом и состоит смысл жизни человека. И в конце концов Хайек и пишет в конце своей книги, что цель жизни – это просто жить. Но мы должны вспомнить праксиологию Мизеса. И как бы тоже Хайек такой человек, что он сам термин этот не очень как бы жаловал, не так часто употреблял. Но праксиология Мизеса говорит, человеку всегда чего-то недостает, материального или духовного. Состояние полной удовлетворенности, или, как говорят поэты и писатели, счастья, оно мимолетно. То есть в моем представлении счастье термин не научный, но это поэтический такой термин. Человек, если полностью удовлетворен, то он не действует. Зачем ему тогда действовать? Все хорошо, но это мимолетно. Поэтому человек, испытывая неудовлетворенность, беспокойство, он всегда в поиске, он действует. И поэтому, как писал другой великий австриец, психолог Виктор Франкл, я тоже его книжку хочу показать, вот она недавно на украинскую мову переведена. Вот, крайне рекомендуем. Вот. Человек всегда ищет смысл своей жизни. И только так он выживает. Когда он остается непонятым в своих поисках, он рискует подорвать психическое здоровье. Вот эта книжка «Человек в поисках смыслов», или у нее есть подзаголовок «Психолог в концлагере». Да, Франкл, Виктор Франкл был в концлагере. Он, как и его коллега, хотя они разных взглядов придерживались, Зигмунд Фрейд, еврей, но Зигмунд Фрейд уехал из Австрии, а Франкл остался. И он прошел все ады концлагеря. И в этой книге он описывает, что выжили там, в конце концов, только те, которые не ждали, что их завтра освободят, а искали смысл в своей жизни. И вот это к чему я все это говорю, а вот к чему. Большинство человеческих потребностей может быть удовлетворено только путем различных форм общественного сотрудничества. Это практически дословно цитата Хайека. А рынок, вот и до него мы набрались, это важнейшая, хотя не единственная форма такого сотрудничества. И именно рынок сформировал современную цивилизацию. Рынок – это и есть расширенный порядок. Он не проектировался никем, никакого замысла создавать рынок не было. У нас реформаторы только хотят этот рынок улучшить.
Вот. И тут у нас полно. Ничего у них с улучшением не получается. Конечно, как бы силой можно что-то сделать, но понятно, ну, ввели вы пошлины, да? Ну, к чему это приводит? Ну что, все равно их постараются обходить сколько можно. Да? И рынок никто не проектировал. Он спонтанен, и это сложный порядок. Так, порядки имеют различный уровень сложности. Вот это очень важно. И социальные порядки относятся к самым сложным. Но я об этом уже говорил, вот тут у меня в пометках еще раз написано, хочу обязательно еще раз сказать, что естественные науки, физика, химия, всего изучают простые явления. Они могут быть описаны простыми формулами. Вот. А сложные явления, и причем их сложность возникает, увеличивается по мере роста числа элементов системы. Поэтому невозможно создать математическую модель для описания сложной структуры. В молодости я увлекался таким регрессионным анализом. Да? Ну, нас учили высшей математике. Хотелось применить эти свои знания, как оказалось, мало кому нужно. И строили вот эти вот модели, ну вот, а как, а что будет. А если вот мы выберем эти факторы, считали коэффициент регрессии, который показывал, насколько это все соответствует. Вот, и математика показывала, ну что, коэффициент регрессии нормальный, 85%, значит, прогнозы должны быть на 85% правильные. Нет, математика это формальная наука, она как бы много может, но не сама по себе, а только тогда, когда ее как бы ставят туда, куда нужно ставить. Вот. Поэтому вот наши общественные явления мы не можем создать математическую модель. И это, в принципе, нужно как бы понять всем. И никакие компьютеры, никакие искусственные интеллекты не помогут. Это все полезные вещи. Но модели-то вы не составите. Почему? Потому что в порядке спонтанные. А потому что очень много элементов. А потому что живут по правилам, которые вы ни в какой компьютер не заложите, потому что их формализовать невозможно. Их осознать невозможно. Вот вывод важнейший Хайек делает. Порядок, возникший без человеческого замысла, может оказаться гораздо разумнее сознательно изобретенных теорий и программ. Разум человека способен постичь этот факт и понять свою ограниченность. Вот это вот задача. Вот почему общественные науки – это науки описательные, а не нормативные. То есть это только этатисты требуют, но вот вы там экономисты, вы нам придумаете, как бы нам сделать так, чтобы нам побольше налогов собирать, или чтобы у нас там ВВП рос, или еще какой-нибудь безумный показатель. Кстати говоря, я не хочу сказать, что эти показатели не нужны. Они нужны. Просто надо понимать как бы ограниченность их возможностей. Иначе пагубная самонадеянность. У нас ВВП растет, и все у нас как бы хорошо получается. Да? Во-первых, не очень понятно, что это такое, а во-вторых, непонятно хорошо, что такое. Вот. Это при этом не значит, что Хайек отрицал способность разума усовершенствовать сложившиеся правила и общественные институты. То есть, иначе все то, что я говорю, выглядит как-то пессимистично. Да, сказать, что получается. Мы вот тут вот придумываем, в разных вещах вот рассуждаем, сложных, да. А что получается, это ничего реализовать, что ли, нельзя? Нет. Нет, это не так. Поэтому разум, конечно, ограничен. Тем более, ну, человечество, оно таким образом, это, ум хорошо, а два лучше, да, а три, когда три, это полное безумие получается. Поэтому оно будет спонтанно все происходить. Вот. Но разум способен извлечь уроки из установленного экономистами и биологами факта. Факта удивительного, что порядок, возникающий без человеческого замысла, повторимся, может быть гораздо разумнее сознательно изобретенных людьми теорий и правил. Тревогу тут нам очередную, мы ее отключим хотя бы так. Так вот, это не значит, что мы не должны участвовать. Мы должны участвовать, но мы должны понимать, что получится все равно не так, как мы запланировали. Мы это должны признать, и мы должны это иметь в виду. Но это не значит, что идеи не нужны. Локально мы можем сделать какие-то вещи, получится по-другому, потому что разум не способен все это охватить. Это мы рассматриваем с чисто научной точки зрения, никакой тут теологии в данном случае мы не подключаем. Хотя, конечно, теолог бы сказал, что все происходит по воле Божьей.
Может, он и прав, но в данном случае мы вот рассматриваем чисто с научной точки зрения. То есть этот вывод направлен не против всех революционеров и татистов, создающих бесчисленное количество законов, правил и прочих конструктивистов, фантазеров. Я вот на последнее время нравится термин фантазер. Послушаешь многие говорящие головы, вроде так складно звонит, как говорят это, ну, чуть видишь, фантазер. Вот. Среди них есть, конечно, разные люди, в том числе и те люди, которые думают, что они как бы 2-3 указами государства отменят. А потом удивляются, почему законы не работают, а почему люди такие глупые. Я это часто слышу, что люди такие дураки, мы им тут так все хорошо рассказали, ну делайте так, как мы рассказали. А вот они так не делают. Они могут. Развитие идет эволюционным путем. Иначе хотели как лучше. То есть вывод Хайека следующий. Невозможно такой общественный порядок создать, который будет отличаться от спонтанно сформированного общественного порядка человеческого сотрудничества, который принято называть капитализмом. Вот теперь мы приехали. А лучше ничего быть не может. И все это уже сформировалось, да? И без всяких, извините, буржуазных революций, при власти монарха. Ну, конечно, нам хотелось бы, чтобы он был бы чуть-чуть как бы лучше, но в тот момент не мог быть лучше. Это не значит, что мы не должны были задумываться над этим. Мы должны были задумываться, но мы не должны были менять. То есть, когда человечество пошло, вот оно обращает внимание вот в идеологии совершенно не тем путем. А тем временем, когда появились революционные идеи социалистов, ну, коммунисты это те же социалисты, что такое коммунизм и социализм, это общество, да, коллективизм фактически. Да, в разных языках по-разному называется. Да. Коммуна называется до сих пор, то есть общество во Франции это коммуна. Да. Ну, не те коммуны, о которых Маркс писал. Поэтому вот капитализм сформировался, и вот это должно было быть. Не менять его надо было бы. И говорят, а как было бы хорошо? А вот и было бы хорошо. Оно бы постепенно бы и развивалось. А к ним присоединились еще ребята, которых называют сcientisты, да? То есть те, которые хорошо знают естественные науки, да, а это очень просто. То есть, ну, как науки, они, может, и не простые, но они изучают простые явления. Это даже не биология, где гораздо сложнее. Это простые явления изучают. И вот давайте мы это теперь применим. Поэтому, если говорить, кто больший вред сегодня может нанести обществу, так это те люди, которые называют себя технократы. Они уверены, что вот своих вот эти вот знания, их формулы, которые они хорошо понимают, и что прекрасно у них работает вот в неживой природе, можно теперь применить в общественном сотрудничестве. Нет, нельзя. Вот многие продолжают верить, что в какой-то момент вдруг появится созидательный замысел, который заменит собой эволюцию, то есть вот сразу мы раз, вот гений какой-то появится. По Хайеку это сверхъестественное предложение, то есть он как ученый очень аккуратно говорит, сверхъестественное предложение. Научное же объяснение состоит в том, что разум, цивилизация развиваются одновременно. И вовсе не человеческое сознание двигает цивилизацию и определяет направление ее развития. С вашего позволения, я тут еще цитату приведу. Она такая длинноватая, но мне кажется очень важно. Если потом люди будут читать, хотелось бы, чтобы прочитали. Конечно, Хайеком. Так, откуда она? Человек не рождается разумным, как мы понимаем разум. Это не просто мозг, и не то, что мозг производит, потому что от некоторых я слышу, да вот там идеи все в мозгу возникают. Ага. Это не просто мозг, и не то, что мозг производит, а то, что на основе генетических данных, например, при наличии мозга определенной величины и строения, помогает человеку по мере взросления перенимать у семьи и окружающих, впитывать то, что не передается генетически, традиции. В этом смысле разум – это не столько поддающиеся проверке знания о внешнем мире или толкование фактов, сколько способность усмирять инстинкты, способность, которая проявляется только в группе. Поэтому, будучи индивидуалистами методологическими, мы должны понимать, что люди все время сотрудничают. И вот на это обращал внимание Хайек. Да,
самопринадлежность, но удовлетворить свои потребности только путем сотрудничества. Сознательно складывается в основном в семье, но в то же время через него, это через разум, проходит множество внешних потоков, различных традиций, в которые погружается любой, кто попадает в общество. И если у индивида нет возможности усваивать такие культурные традиции, то возникает вопрос, обладает ли он разумом или сознанием. Если инстинкт древнее обычаев и традиций, то они и древнее мыслительных способностей. Обычаи и традиция стоят между инстинктом и разумом, по логике, по психологии, по времени. Ну, вот что говорит ученый, выдающийся ученый. Надо сказать, что, в общем-то говоря, долгое время люди не пытались мир переустраивать. Ну, может, потому что религиозным сознанием обладали его, но это как бы их сдерживало. Ну вот появились у нас социалисты, сциентисты, которые считают, что они все уже узнали, Бога они ухватили за бороду и будут теперь тут творить все, что угодно. Ну вот и творят. Социалисты, демократы, технократы, прочие фантазеры продолжают вмешиваться в жизнь людей, противодействуют свободному сотрудничеству, про войны я уж и не говорю, принуждение одними, которые знают, как надо, других, это тяжкая болезнь современности. Все это все эти великие мелкие идеи останутся и остаются нереализованными, несмотря на человеческие трагедии, гибель людей. Общественные порядки возникают вопреки всем этим деятелям, они только мешают естественному ходу процесса, мешают эволюции. Ну и в заключение несколько слов о рыночной системе, которые, еще раз мы об этом говорили, еще раз надо подчеркнуть, я думаю, нашим слушателям всем известно. И тем не менее, Хайек большой специалист по части именно рыночных порядков. Рыночную систему никто не создавал, как не создавалось множество других социальных, общественных, культурных институтов, способствующих сотрудничеству человека. Это институт – результат деятельности множества людей, а не замысла выдающихся личностей. Более того, выдающиеся являются только те, кто понимает, что такое расширенный порядок, и не лезет туда, куда лезть не нужно. Вот. И еще об эволюции. Я понимаю, что утомил цитатами, но еще буквально одна. Расширенный порядок возникает не сразу. Процесс был долгим и породил большое разнообразие форм, большее разнообразие форм, чем можно было бы предположить по окончательному результату существующей мировой цивилизации. То есть, вот мы видим то, что произошло, но форм было очень много. Там, кто захочет, посмотрите вот дальше продолжение этой цитаты, очень интересно. Вот. Так что нет возможности повлиять на общественный порядок. Вот. Это вопрос я задаю. Так что нет возможности повлиять. Нет, такие возможности есть. Я их перечислил. Они влияют через то, как происходит изменение. Через изменение культуры, через опыт и через подражание. Поэтому что нужны? Нужны образцы. Если говорить вот к нашей теме свободных обществ, когда появляются вот эти вот образцы, они становятся достойными того, чтобы им подражали, если они становятся достойными. Не все это становятся. И вот это и лучший способ того, чтобы мы двигались в то направление, которое нам считается правильным, кажется правильным. Но это не значит, что это произойдет быстро, поэтому торопиться тут не надо. И любые вот эти вот попытки вмешаться в эволюционный процесс, они приведут только к большим проблемам. Ну вот, спасибо, с вашего позволения я закончил. Мой пафос был направлен против революционеров, крутых реформаторов и тех, которые знают, как должно быть, и готовы, главное, это все вот завтра прямо переделать. Ну вот, сейчас мы такого одного наблюдаем в Вашингтоне сегодня. Вот. Ну, вот и почему я с большей симпатией гораздо отношусь к Милею, который считает себя вроде бы радикальным, тем не менее действует, я знаю, на 2 порядка осторожнее. Ну, а там дальше поживем, увидим, как будет. Все равно это все вмешательство, оно разобьется об общественный порядок, но дров будет наломано достаточное количество. Это вот что называется эволюция. Я прошу прощения, что я готовился, хотел рассказать хотя бы кратко о том, что сам смог понять в этой книге. Надеюсь, дальше
слушатели почитают, поймут еще больше. И мы будем образованными и думающими людьми. Ну, вот один из наших зрителей, тут с ником Тигра. Я сразу представился, помните, в мультфильме про Винни-Пуха был такой сериал про Винни-Пуха американский, там был Тигр, который на хвосте прискакивал, что говорил и ускакивал. Вот у нас тоже есть такой, оказывается, зритель, он тут прискакал к нам и говорит: либертарианство невозможно, а миром правит ложь и сила. Вот так вот, все, и ускакал. Молодец. Да, молодец. Только, наверное, мы его должны расстроить, что миром никто вообще не правит. Да, вот такая вот беда. Ну, как бы в качестве образного выражения, ну, можно сказать так, да, иногда видимость производит такая, что вот он сильный, вот сейчас он тут всех заставит сделать так, как ему хочется. Ага, заставили, покажите мне таких, которые силой что-то заставили. Обычно они все очень плохо кончали, вот, правда, конечно, они вокруг, ну, мы уже говорили, наломали дров и так далее, поэтому, ну, пытается сила править, вот, и деньги пытаются все купить, а на деле эволюционный процесс, там очень много факторов, и описать их в полной мере мы не можем. Мы можем только осознать, что мы это не можем все описать, мы должны изучать постепенно. Это не вам не химия. Это ближе к квантовой механике, на самом деле, человеческие отношения. Ну, возможно. Да. Между прочим, вот теоретические физики, они это лучше осознали, потому что там, ну, когда доходят на вот такой, как бы, на самый микроуровень, или как там правильно его назвать, где уже материя превращается в энергию, и вообще уже ничего не поймешь. Ну, и все зависит от наблюдателя, примерно. Но я всегда вспоминаю цитату из Кропоткина, как это ни странно. Кропоткин говорил о том, что весь мир это можно представить как брауновское движение. Все частички двигаются самостоятельно, подчиняясь совершенно непонятным законам, но все вместе создает совершенный мир, состоящий из твердых предметов. Тот же стол — это масса двигающихся независимо частичек, а все вместе мир твердых предметов, которые мы можем посчитать. Как естествоиспытатель он был абсолютно непревзойденный. Вот, вот когда он начинал от тебя многие переносить в жизнь как бы общество, да, можно сказать, что в неживой природе там все как бы частички, они друг другом равны, никто по статусу не выше, но вот у людей вот не совсем так получается. Ну, заслуга его велика, конечно, должны признавать. Ну, каждый человек, наверное, пытается влиять на других людей, частички сталкиваются, двигаются, а получается равнодействующее, которое все общество ведет куда-то. Пытается влиять, а получается то, что получается. Получается, как обычно, да. Ну, опять же, тоже теория иерархии, когда управлять можно не больше, чем 5 людьми, которые под тобой, а дальше уже не работает. Ну и то, надо сказать, как вы им управляете, так ли уж они управляются, как вам как бы кажется. Многим кажется, что я управляю. Вот. А оказывается, что, может быть, уже и мной-то начали управлять. Ну да, тут уже сложно. Тут, походу, спрашивают, кто такие примитивные люди. Вы упоминали примитивных людей, вот наш зритель пытается... Я примитивных людей, ну, как говорится, я какой-то смысл специальный в это не вкладывал, но если бы я пытался бы вложить, то это бы я считал, я бы так равно людьми, которые не задумываются, вот, не изучают реально ни жизнь, ни все другое, вот просто себе живут и живут. Но даже вот эти вот, как говорится, примитивные люди, они своими действиями реальными, они влияют на общественный порядок, потому что их действия, они определены моралью, которую они не понимают, они определены традициями, о которых они, может быть, слышали, они подражают другим, вот, они какие-то элементарные представления культуры имеют, возможно, я об этом говорил, что есть как бы высокие произведения культуры, да, там, симфонии, а есть там примитивные, вот, так что, может быть, это имел в виду. Обидеть никого не хотел. Да, мы никого не обижаем, просто говорим, как написано в книге. Ну что, тогда, наверное, сегодня у нас... спрашивают, алкаши? Нет, ну почему алкаши? Есть ли все, пошла дискуссия уже между нашими зрителями, кто такие примитивные. Ну, можем, если у них есть какое-то интересное, свое высказать мнение, если, может, им покажется это
Интересно. У нас зритель говорит, что примитивные это те, кто не осознают долгосрочных последствий от своих действий. Ну, с другой Ну, стороны, тоже можно и так сказать, в принципе. Можно и так сказать. Вот. Ну, это не научное определение. Мы в нашем разговоре вынуждены все равно иногда переходить на язык бытовой или на язык художественный. Вот, видите, я пытался там цитаты приводить какие-то. Вот, и потому что научных терминов иногда не хватает. И вот даже видите, как вот и Хайек, он там цитирует и писателей, и других, и Библию. Для того, чтобы лучше донести свою мысль. да, ну вот тут уже человек, который задал вопрос, Виктор, говорит, что я думаю, что умный, но ничего не может изменить. Ну, вот пошла дискуссия. Ну, видите, как, да, умный изменить. Вот умный человек, он понимает, что он может изменить, а что не может. Это как бы в одной из притчи царя Соломона, по-моему, там это сказано, что дай Бог мне как бы отличать одного от другого, не помню где, да. Вот, да, поэтому что-то мы можем поменять, мы должны поменять, но мы должны понимать то, что мы поменять не можем. Это сложно. Это вот о смыслах, о которых Франкл говорит. Его очень, кстати, я очень рекомендую. Хорошо, что на украинскую мову перевели. Это его книга не толстая, но выдающаяся. Не всякого вообще больше знают Фрейда, но, конечно, в моем представлении как бы для человеческой жизни идеи Франкла намного ценнее. Ну, тут, как говорится, и тот, и другой большие ученые. Кстати, о том, что дай, как там правильно, дай силы отличить одно от другого, да, дай мне силы изменить то, что я могу изменить, примириться с тем, что не могу, и мудрость отличить одно от другого. Это цитата из Ванигута, которую теперь очень активно в Штатах применяют в разных совершенно религиозных организациях. Изначально это из Ванигута. Ну, очень хороший, образный такой. Так что иногда литература входит в жизнь, и ее потом... Да. Вот так и произошло. О чем и говорит Хайек. Да, вот это тот элемент культуры. Когда если человек, мы говорим, не примитивный, он способен воспринимать такие вот высокие образцы. А другой, он что-то попроще. Вот, пожалуйста, для него Губерман пишет. Очень интересно. Еще одно мнение про... Вот как-то интересно людям стало разбираться, какие примитивные люди. Еще один наш зритель говорит, что долгосрочные последствия вообще никто не понимает. Примитивно тех, наверное, те, кто даже короткосрочных последствий не видит. Это да. Да, мы не можем предсказать. В этом смысле это как бы и праксиология об этом говорит, потому она наука описательная, а не нормативная. Да, мы не можем. То есть, если сила как бы прогноза у экономической науки есть, и главное, эта сила прогноза в том состоит, что мы точно не знаем, как будет. И задачу такую не, а почему мы должны это знать? Вот мы объясняем, что мы не знаем, потому что влияет огромное количество людей, порядке спонтанные, и более того, мы говорим, если мы со своими руководящими указаниями туда вмешиваемся, да, то в результате мы все равно не получим того, что мы хотели. Но, как правило, вреда мы нанесем. Но это не значит, опять же, что это у Хайека в этой книге тоже хорошо, что термин планирования его как бы испоганили, стали понимать как централизованное планирование. Нет, мы свою жизнь должны планировать. Тех, с кем мы общаемся, мы должны организовывать. Но мы должны спокойно относиться к тому, что если хочешь Бога рассмешить, расскажи ему о своих планах, да, он, наверное, будет веселиться. Вот. Это тоже цитата. Я не помню, Лема это или кого-то, не я придумал. Планирование хорошо, чтобы потом понять, что все твои планы не это. Ну смысл жизни должен быть. То есть я это делаю, я старался, я добился того, что мог. А если я поставил планы, которые вообще... Ну вот социалисты, сколько времени до сих пор же у нас сталинисты к вам сюда не забегают, вы их уже выгоняете всех, или им не интересно? Нет, что, забегают периодически, забегают. Ничего не понимаем. Когда мы начинаем пилить ролики на короткие, то они обычно, когда 10 минут могут воспринять, по заголовку забегают, и тогда у нас тут целые толпами прибегают. Как Винни-Пух у него в голове опилки. Не, ну, жизнь такая, людям некогда долго думать, нужно коротко. Как нас и что, нам часто приходят и говорят, вот, расскажите нам про либертарианство вот быстро, чтобы мы могли... В двух словах, чтобы мы могли быстренько внести это в массы.
Ну, мы сразу удостоверение выдавайте, все, либертарианец, идите рассказать. Какую там ему, как флаг, желто-черную книжечку. Либертарианский портком, да. Змея там нарисована. Все как положено. Ну да, надо будет подумать. А то он на меня все время жалуется, что они не либертарианцы. Даже не знаю, куда их отправлять, чтобы мне жалобы свои относить. Нужен портком. Нужен либертарианский портком. Тогда не будет вопросов. Либертарианец, предъяви документ. Документ, да, и все. Вот тебе документ, и все. Ладно. Сразу вспомнил, как на Майдане там периодически на сцене вручали разные документы. То Раду Майдана организовали, там вручили, вот вы теперь Рада Майдана, там еще какую-то там, вы теперь голос Майдана, нате вам бумажку. Вот. Вот это Участник революции, все. Да, значит, участники революции. Кстати, да, выписывали в 2004 году эти удостоверения, в 2014. Да. Вот, а тоже был спонтанный порядок, и пока они пытались туда вмешиваться, вот, как бы, вот, спонтанность его разрушилась, а порядок был очень интересный, очень спонтанный, очень организованный, просто поразительно было. Даже как бы тем, кто внутри, там и то поразительно. Как это так? Никто не организовывает, чистота, порядок, ни одну витрину не разбили, никого не побили, все очень вежливые. Как только начали руководить, сразу же пошла стреляная. Вот это же и есть типичный спонтанный порядок, это Майдан. Да. Много раз пытался доказывать людям. Вот, кстати, со стороны это многие не понимают, и до сих пор не понимают, как у нас тут это все происходит. Может, мы сделаем, что еще на 3 человека будет больше понимать. Но будем надеяться. Тут нам в комментариях пишут, что огромное количество бизнесов закрывается через год-3. То есть люди не могут даже маленький бизнес хорошо распланировать. А социалисты уже бегут план для целой страны делать. Так не для только страны. Социалисты хотели весь мир переустроить. У них план был. Весь мир. Ну, бизнесы закрываются не всегда потому, что человек не может спланировать, а потому что ему как бы не дают. Кислород отрубают, а тут еще и война. Да, поэтому, так бы, конечно, вот, коэффициент выживаемости был бы выше. И он и был выше в прежние времена, что вообще хорошо помню. Сейчас хуже стало. Да. Ну что, будем тогда мы сегодня заканчивать. 56 минут, практически час проговорили. Большое спасибо. Думаю, что всем было интересно, живо. Люди хоть, может быть, Хайека почитают. Но все-таки у Хайека сначала лучше почитать «Дорогу к рабству», а потом уже переходить к «Пагубной самонадеянности». Конечно. Поэтому, ну, мы про «Дорогу к рабству» говорили раньше. Там у нас в предыдущих видео есть, интересно, можете, кто не видел, можете посмотреть. Хорошее видео, кстати говоря, оно не стареет, можно и сейчас посмотреть. Можно смотреть. Да. Конъюнктуры никакой нету, там вот только мысли умного человека, гениального, можно сказать. Стараемся работать на вечность. Потому что все пройдет, а гениальные мысли, они останутся. Да, все, всем спасибо. Еще раз спасибо большое, Борис Савич. Спасибо, кто нас смотрел. Что ж, через 2 недели, надеюсь, нас ничто не остановит. Мы снова встретимся, поговорим еще о какой-нибудь умной книге. И, по крайней мере, я надеюсь, что у нас получится возбудить интерес. Да, пробудить интерес. Не возбудить, а пробудить. Могу попросить, только ставьте вопросы. Может быть, мы эту книгу, такая, она хоть и не очень толстая, но ее читать и читать, разбирать и разбирать можно еще. Там есть еще о чем поговорить. Ну да, потому что мы просто по-быстрому прошли. Мы даже на самом-то деле серьезно как так проскочили первые 3 главы, сразу ушли там на 4-ю, 6-ю введение, а потом ушли там на 4-ю, 6-ю главу. Поэтому есть о чем говорить, но лучше почитать. Поэтому лучше читайте и задавайте вопросы, если что-то непонятно. Борис Савич вам ответит, как он это видит. А вы можете поспорить и решить, что вы думаете по-другому. Потому что наша задача думать. Споры единомышленников — это всегда хорошо, ничего в них плохого нету. Конечно, не могут быть у людей одинаковые мысли. Тогда это сумасшествие уже какое-то. Нет. Мысли разные, конечно, так и должно быть. Ну, мы стараемся просто дать повод для размышлений, для того, чтобы люди начали думать. Мы можем говорить спорные вещи, поэтому... А вы спорьте.
думайте, размышляйте, может быть, пойдете к каким-то другим выводам, а может быть, наоборот, окажется, что то, что мы говорим, и правильно. А может быть, и нет. Дело такое. Все, на этом мы заканчиваем. Спасибо большое. И до встречи с Борисом Савичем через 2 недели. А завтра в 11 утра Михаил Чернышев. А в субботу секта собирается, как обычно, на сборище возле капища. Поэтому до встречи и пока.